Всем добрый вечер, друзья мои. Перед вами вот эта вот лялька. И сегодня я хочу подарить вам ритуал родителям, как заговорить пупочную грыжу у младенца. Ну и у ребенка, может, чуть постарше. Название ролика будет немножко иное, потому как YouTube почему-то преследует слова там дети, детское, или комментарий закрывает, или может удалить просто без предупреждения, конечно, но может удалить, поскольку это для защиты детей, как бы не позволяется показывать, заглавие писать касаемо детей. Итак, у ребенка пупочная грыжа. В основном пупочная грыжа. Редко бывает, чтобы была иная. Естественно, нужно обращаться к врачу прежде всего. Это самое важное. А если есть возможность заговорить вместе с лечением, то есть помочь лечению и заговорить, то замечательно. Через некоторое время результат вы увидите. Возможно ли вылечить грыжу у ребенка? Ну, например, по фотографии, по вещи на расстоянии. Если, видимо, сильное, возможно. Но тратится огромное количество сил. И еще один нюанс. Она будет заговаривать, но при этом, скажем так, скажет родителям, что нужно им делать. Для того, чтобы совместными усилиями эта болезнь отстала от ребенка. Итак, что нужно делать? Берете полотенце. Но для этого заранее купите полотенца, вот такие маленькие кухонные полотенца. Удобно, чтобы было ими пользоваться. Или, в конце концов, на худой конец есть вот эти для вытирания стола, в общем, вот эти тряпочки одноразовые, да, для пыли и так далее. Вот, срезайте так кусочками, или есть готовые уже, штук 6 для начала, потому что 6 вечеров, 6 ночей вам нужно будет читать. Как только солнце сядет, вам нужно начитывать заговор. Берете это полотенце, начинайте покусывать слегка с краю полотенца, покусывать и читать. Начитали, кладете на животик ребенку. Снова оттуда забираете, начинаете покусывать полотенце, начитали, положили снова на животик. Опять 6 раз. После того, как вы начитали 6-й раз, это полотенце нужно сжечь. Значит, пепел можете девать куда угодно, лучше смыть. Смойте или в унитаз смойте, или в какой-нибудь, ну, если рядом есть речка или водоканал, можете кинуть туда, чтобы унесло. Если нет такой возможности никак, можете вынести, высыпать на землю. Значит, 6 ночей к ряду вы должны по 6 раз читать и класть полотенце на животик ребенка. Немного будет капризничать после чтения, потому что там начинается процесс происходить, она затягивается, идет, уходит внутрь, и это причиняет дискомфорт ребенку, это понятное дело. А потом на следующий день вы увидите, например, что покраснение прошло, у некоторых прям с покраснением. Еще через день увидите, что начинает отходить, уменьшается. Через 6 дней, если у вас уже идет прогресс, 1 день отдохните и снова 6 полотенец подготовьте. 6, то есть читайте после захода солнца. Прочитали, понадкусывая вот полотенце, понадкусали, начитали, положили на животик. Снова берете то же самое полотенце, надкусываете, начитываете, кладете на животик 6 раз. После опять полотенце нужно сжечь. То есть подготовьте 6 штук. Лучше, конечно, не тряпки, а вот эти полотенчики маленькие купить, чтобы целостность ткани не нарушать, не резать, не как-то уменьшать размер, а просто вот именно готовые брать и делать следующую вот эту работу. Свечи здесь не нужны, собственно говоря. Можете делать любой день.
Луна здесь значения не имеет. Единственное, еще раз объясняю, когда убыльная Луна, то легче, быстрее и лучше получается и чистки, и ритуал на исцеление, потому что Луна убывает и болезнь уходит. Понимаете, если растущая, то немножко труднее получается, поскольку Луна растущая. Но сейчас, в данный момент, она убыльная, убывает Луна. Что самое такое время. Но, в принципе, особого такого влияния нет. Кто может читать? Отец, мать, бабушка, дедушка, тетя, кровные родственники. Самому себе начитывать крыжу, отчитывать невозможно. Взрослым людям возможно ли начитать? Если у вас мама или бабушка согласится, и если вам 40 лет, ну, я не знаю, в таком возрасте, ну, бывает, конечно, редкий случай, но обычно тогда уже оперируют, потому что запущенный случай. Но уменьшить боль может быть. Точно так же кровный родственник может вам начитать, но желательно, конечно, уже в этом возрасте обращаться к практикующему человеку, потому что не всегда это эффективно, не всегда это подействует, если даже кровный родственник вам прочитает в таком более, скажем, таком возрасте, да, не в детском возрасте, потому что в детском возрасте ребенок еще связан с родителями, и они имеют над ним власть и над его энергией, могут ему помочь. Так, кажется, все сказала. В принципе, все, да. Самому себе отчитывать невозможно и нереально. А теперь заговор. Итак, заговор следующий. Здесь персонаж Змея Гиреевна. Почему Гиреевна, догадываюсь. Быть может, времена, скажем так, войны с крымскими ханами, слово Гирей, хан Гирей, Девлет Гирей, он звучал как такой носитель, ну не то чтобы зла, но завоеватель, сильный, агрессия. Здесь нужна энергия агрессивности где-то, нашествие, нападение. Вот я догадываюсь, что оттуда вот это вот название Гирей, Гиреевна. Ну, это очень редкие имена сущности, редкие названия сущностей. Вы навряд ли где-нибудь еще найдете, поэтому это нужно быть историком и в этих архивах копаться, чтобы знать такие тонкости. Ну, это, впрочем, не важно. Главное, просто объяснение тому, почему именно вот так, а не иначе. Итак, начитывать нужно следующим образом. Так вот сделаем. Угу. За черным океаном под буян камнем живет змея-матушка, гадюка Гиреевна, зубы у нее острые. Скажет змея-матушка, грыжи пупочной да всякой. Грыжа ты, грыжа, сыпучая, болючая. Я зубастая, а ты беззубая. Я тебя загрызу, я тебя изведу. Никуда не убежишь, не спасешься. Уходи, болючая гадость от дитяти. Найди волка в лесу, за иного зверя берись. Его мучай, его изводи, а дитя оставь. Змея-матушка, гадюка Гиреевна, грыжу сожрет, грыжу загрызет медными зубами, шершавыми щеками, ей насыщение, а дитю от хвори избавление. Уходи, грыжа, за дремучие боры, да на седые болота, да на гиблые долота, измотай дубов древних, да камни черные, бурли воды мутные, а дитя оставь. Слова мои стальные, да магия древняя, да слово могучее исцелят дитя. Ключ, замок, язык. Слово «дитя» здесь произносится имя ребенка. Просто я не буду говорить каждый раз. Еще раз. За черным океаном под буян камнем живет змея-матушка, гадюка Гиреевна. Зубы у нее острые. Скажет змея-матушка, грыжи пупочной, да всякой. Грыжа ты, грыжа, сыпучая да болючая. Я зубастая, а ты беззубая. Я тебя загрызу, я тебя изведу, никуда не убежишь, не спасешься. Уходи, болючая гадость от дитяти. Найди волка в лесу, за иного зверя берись. Его мучай, его изводи, а дитя оставь. Змея-матушка, гадюка Гиреевна, крыжу сожрет, крыжу загрызет медными зубами, шершавыми щеками, ей насыщение, а дитю от хвори избавление. Уходи, грыжа, за дремучие боры, да на седые болота, да на гиблые долоты, измотай дубов древних, да камни черные, бурли воды
мутные, а дитя оставь. Слова мои стальные, да магия древняя, да слово могучее исцелят дитя, ключ, замок, язык. Один раз имя произносится в конце. Все остальное, вот это вот произношение дитяти и так далее, это нужно произносить, это важно, это очень сильно, это дает определенную энергию заговору. А в конце исцелят дитя, это уже имя ребенка называете как. Ключ, замок, язык, заклято. Итак, 6 раз не буду читать. Думаю, все объяснила, все сказала. Проведите, и результат вас, естественно, удивит. Потому что иногда врачи говорят, что нужно переждать, пока ребенок вырастет, и оно само отойдет. Что не отойдет, потом как бы они вылечат. В таком маленьком возрасте они не делают операции. Именно поэтому издревле ребенку заговаривали грыжу. Если бы врачи брались за это, то, естественно, не было бы нужды. А поскольку столько лет, а он болит, естественно, беспокоит ребенка, он может отойти вполне. Так, что нужно для того, чтобы искупиться, то есть откупиться, извиняюсь, если все прошло. Если все прошло, берете кусок мяса, хлеб черный, кусок черного хлеба, значит, монет 6, и идете под дерево, оставляете и говорите: откупаюсь, дар свой оставляю змее матушке, гадюке, гиревне, да, так и называйте, потому что вы именно вот эту сущность призвали для того, чтобы она пришла и помогла. Не бойтесь, там никакие змеи ползать не будут. Но откупаться обязательно нужно только после того, как полностью пройдет. Не через 6 раз, а именно вот окончательный результат, когда вас устроит, идете и откупаетесь. Всем удачи!